Привет. Всю жизнь я откладывал это на когда-нибудь. Когда-нибудь я научусь делать крутые картинки, монтировать видео. Когда-нибудь я начну зарабатывать творчеством. Знакомо? Так вот, сейчас на моем счету 2 стрима, а на ваших глазах я пройду путь от новичка до фрилансера. Я поставил себе безумную цель. 100 стримов. Целый марафон. За каждый стрим я делаю 2 работы. Но это значит, что через 100 стримов у меня как раз на руках будет 200 работ и профессиональные навыки, с которыми будет не страшно выходить на биржу фриланса. И я буду это делать на ваших глазах с ошибками, поисками и вот этим вот. Вот буквально сейчас у вас на футаже на фоне я пытаюсь вырезать модель при помощи ластика, там самый обычный слой. Не знаю, конечно, зачем, но окей, есть куча инструментов, и буквально на стриме мы нашли один из них. Так вот, что будет на этих стримах? Все, что вы обычно не видите в красивых туториалах. Я буду гуглить ответы на простейшие какие-то вопросы. Вот мы с вами там долго пытались понять, как же сделать у текста только обводку. Очень долго думали. 100 раз будем переделывать одно и то же. Также ошибаться с цветом и, может, даже иногда ругаться шепотом я буду. Ну, это же будет у нас с вами максимально честный путь, где мы идем от 0 до 100. Я решил начать с основ, с максимально простых постеров, то есть, как сейчас мы даже видим на фотоше сзади, специально для публикации в каких-нибудь соцсетях. Мы вот на стримах будем сидеть, их творить, делать. Я попробую их разбирать по косточкам, показать, что я использовал, что я пытался освоить, все это озвучивать, где я спотыкался и что по итогу-то вышло. Потому что самое интересное — это не идеальная картинка в конце, а тот хаос и открытие, что происходит в процессе. Итак, погнали. Первая работа. Итак, все начинается с базового подбора макета и модели, которая будет фигурировать. У нас постер с подписью «Фокус», но так как мы стараемся создать что-то свое, почерпнув вдохновение, мы берем слово «happiness» и улыбающуюся модель. Размываем фон, обесцвечиваем его немного, потому что он слишком яркий. Приоритетные цвета — это насыщенно желтый и очень бледный желтый. Выделяем улыбку, чтобы сфокусировать внимание на ней, и ищем максимально прямой шрифт, чтобы он выделялся на фоне модели. Для создания акцента на теме постера мы очень долго и муторно играемся с шрифтом, объединяем первые 3 буквы и впоследствии меняем курсив у второй части слова. На фон мы добавляем небольшой шум, и для дополнения картины мы находим цитаты на тему счастья. Шрифт для них уже подбираем потоньше, чтобы они не забирали все внимание на себя, и между словами делаем перерывы, чтобы показать, какие мы пиздатые дизайнеры. Итак, начало второй работы ничем не отличается от первой, все так же есть пример, а мы переделываем. В оригинале у нас сидит парень, а текст обвязывает его как бы вокруг. Поэтому было принято решение найти модель в максимально свободной позе, чтобы лаконично вписать текст. Сначала делаем небольшую примерку текста, а после начинаем вырезать саму модель с фона и играть шрифтами. Здесь виден был самый большой мой фейл, который не сильно сыграл на результат, но можно было обыграть по-другому. Тут у нас была задумка, чтобы текст выглядывал из-за модели для создания иммерсии, скажем так, и впоследствии непонятным образом появляется белка, чтобы добавить едва заметный текст на фоне, как watermark. Потом, впоследствии мы пытаемся вручную нарисовать свечение, но понимаем, что руки растут не из того места, поэтому прибегаем к обычному внешнему свечению текста, а финальный результат уже радует наш глаз. А теперь самая вкусная третья работа — постер с ярко выраженной темой и рисунком под его тематику. Все это мы решаем оформить на фоне из черной бумаги. Невероятно долго воюем с поиском шрифта и самим шрифтом, чтобы его вписать. Но вы скажете, что нам же еще нужна картинка. Так вот, нейронка в помощь. Но 2 промпта, и она не дает нам нужный результат. Поэтому начинаем искать сами курящую девушку. Но вы спросите: Дэйвин, а к чему вся эта муторность? А вот,
Вот вам небольшой спойлер. Очень крутая работа получилась, поэтому я был просто обязан использовать такой прием. Мы наконец-то находим нормальный шрифт и в недолгих поисках модели девушки вырезаем ее с помощью прямого лассо и пытаемся добавить какие-то внутренние тени, но очень быстро откидываем эту мысль. Вручную рисую дым и начинаю искать новый набор цитат, который идеально впишется в эту работу. Точно такая же работа со шрифтами. Толщину цитат мы делаем поменьше, чтобы не забрали все внимание. Немного шума, роспись, и наш постер готов. So you better clean up your act. So you better raise up a sack and tell the world they can suck on that. Don't come back, pack your bags. You take a trip and don't relax. You hit the switch and just attack. You find your niche and make some racks. Don't hold it. Got a monster inside of me. You better watch out if you. В основе финальной работы в этом видео лежит информационный постер о каком-то мероприятии какого-то человека. Стиль довольно простой, рисунки, размахи кистью, довольно мультяшный шрифт и базовая информация. Нашим подопытным стал комик Саша Малой. Возможно, он увидит эту работу и в один момент свяжется со мной, почему бы и нет. Вырезаем, добавляем ему небольшой фон и начинаем искать цвета. Пытаемся сделать вырезную вручную контуру, играем с цветом, добавляем фон, меняем размеры. Но для чего? Да, вы снова попали в эту ловушку. В сравнении с предыдущими, это наисильнейшая работа среди всех. Ваше мнение же буду рад видеть в комментариях. Мы приступаем к работе с шрифтом, ищем максимально мультяшный и при помощи контура добавляем ему выпуклости, чтобы добавить гротескность. Добавляем самую простую информацию, что, где и когда. Занимаемся поиском рисунков, но останавливаемся на значке микрофона и каком-то стикере. Вручную рисуем пунктир и добавляем бумажный эффект на мини-фон за самим малым. Снова вручную рисуем все эти всплески двух цветов. Добавляем PNG скотча, создаем небольшой градиент внизу, накладываем шум и, конечно же, роспись. Честно, после этих первых 4 работ я понял главное. Дело не в том, чтобы сразу делать все идеально. Дело в том, чтобы с каждой новой работой становиться всего на 1% лучше. Найти один новый инструмент, понять один новый принцип. Страшно? Еще как. Непонятно, получится ли, не знаю. Но я уже не могу остановиться, потому что я наконец-то сдвинулся с мертвой точки. И это самое главное. Если вам интересно следить за этим челленджем и смотреть, во что превратится эта цель за 100 шагов, ваша подписка и лайк станут для меня лучшей поддержкой. Впереди еще 98 стримов. В следующем видео новые работы, новые ошибки и новые находки. Обнимаю всех. Пока.